Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наш Тихоокеанский туристский форум и впервые в цифровом формате. Мы переходим к следующей сессии, следующей теме, которая также очень важна для нас, потому что именно здесь мы затронем вопросы, связанные с анализом, с аналитикой и прогнозами, состоянием рынка и сценарий выхода из этого состояния, из этого кризиса. И представлю вам первого докладчика, который расскажет о тех исследованиях, которые были проведены UNWTO. Это директор отдела технического сотрудничества и Шелкового пути Всемирной туристской организации UNWTO, господин Суман Билла. Пожалуйста, вам слово. Mr. Suman Billa, the floor is yours. Thank you very much. Good evening to all of our friends who are attending this meeting. The title of my presentation is COVID-19 Crisis and Recovery, a Global Perspective. Спасибо большое. И добрый вечер всем присутствующим. И название моего доклада сегодня COVID-19 «Кризис и восстановление. Глобальная перспектива». Before I speak about the COVID-19 crisis, I would like to give you a quick update about the United Nations World Tourism Organization. Прежде чем говорить о ситуации с COVID-19, я бы хотел сказать несколько слов о Всемирной туристской организации UNWTO. We are a UN agency responsible for the promotion of responsible, sustainable, and universally accessible tourism. Мы учреждение ООН, призванное обеспечить продвижение ответственного, устойчивого и повсеместно доступного туризма. We have a membership of 159 countries in the world. Членами организации являются 159 стран мира. But we also have membership from people from the industry and the academia who are our affiliate members. We try to create the UNWTO into a platform where governments can interact with the industry. Но у нас также есть представители, которые не являются государственными, это организации, ученые, и мы стараемся предоставить им международную платформу для взаимодействия, то есть как членам странам, государствам, так и другим участникам. These are the priorities of the UN World Tourism Organization. Наши приоритеты включают продвижение темы туризма в глобальную повестку дня, улучшение mainstreaming tourism in the global agenda, tourism competitiveness, sustainable tourism development, повышение конкурентности туризма, конкурентоспособности, продвижение устойчивого развития туризма, poverty reduction, увеличение вклада туризма в уменьшение бедности, education and capacity building, улучшение знаний, образования и укрепление потенциала, and building partnerships. а также создание партнерств. So we now come to the COVID-19 crisis. This map shows the international tourist arrivals across regions. As we can see, all the regions in the world are affected and they have gone into negative territory. And if you look at the... Переходим к обсуждению ситуации с COVID-19. Вы видите на своих экранах карту, которая показывает международные прибытия туристов по регионам в первом квартале 2020 года. И вы видите, что все регионы были затронуты. And if you look at the global figure, we are down by minus 22%. Если вы посмотрите на мировые цифры, то снижение составило 22%. This is how the tourist arrivals fell in the first quarter of this year. И здесь вы видите, как снизилось количество прибытий туристов по всему миру, международных туристов в марте 2020 года. Except Asia and the Pacific, all the other regions had positive tourist arrivals in January and February. За исключением Азиатско-Тихоокеанского региона, вы видите, что в других регионах в первые месяцы года, январь-февраль,
было прибавление. But in the month of March, tourist arrivals fell sharply across the world, Но в марте резкое снижение по всему миру. with a global figure of minus 57% in March 2020 compared to March 2019. И по сравнению с мартом предыдущего года падение в общемировом масштабе составило 57% в марте месяце. As we all know by now, domestic demand will lead recovery. The first markets to be up will be domestic tourism. На данный момент мы уже понимаем, что внутренний туризм будет первым сигналом к восстановлению, он восстановится быстрее, то есть туризм именно внутри страны. And as the graph to the right shows that any real recovery is going to happen only after October of 2020. И как показывает график справа, реальное восстановление произойдет не раньше октября. This graph shows the three scenarios depending upon when our borders get reopened for tourism. И данный график представляет 3 сценария будущего развития событий в зависимости от даты открытия границ. The line in blue indicates a recovery if it happens in July. If borders are opened in July, we will see the blue line coming, and that will be mean a drop of minus 58% in tourist arrivals. Если рассматривать сценарий открытия границ в июле, то мы можем наблюдать на синей линии, что тогда падение составит минус 58%. The green line indicates recovery in September, and if that is the scenario, this year tourist arrivals will drop by minus 70%. Если посмотреть на второй сценарий, на открытие границ в сентябре, это зеленый цвет, то мы увидим падение 70% минус. If reopening of the borders get further delayed to December, which is the orange line, we may see a drop of minus 78%. Если же открытие границ будет отложено до декабря, это оранжевая линия, то тогда мы видим падение 78%. So one way to understand it is to look into the historical perspective. Мы можем посмотреть на историческую перспективу, чтобы понять, что происходит сейчас. In 2003, we had the SARS epidemic. В 2003 году была эпидемия SARS. SARS epidemic resulted in a drop of 0.04%. И процент падения составил 0,4%. In the 2009 global economic crisis, international tourist arrivals dropped by minus 4%. В результате экономического кризиса всемирного в 2009 году падение составило минус 4%. But in the current scenario, we are looking at a drop between 60 to 80%. Но при настоящем развитии событий сценарий предполагает, что падение составит от 60 до 80%. Which is unprecedented, and it is going to be very difficult to cope with. Это, конечно, беспрецедентная ситуация, с которой будет трудно справиться. This graph shows the international tourist arrivals from the year 2000 onwards. На данном графике мы видим прибытие международных туристов с 2000 по 2019 год. As you can see, in the year 2020, tourist arrivals are going to drop significantly, even to levels lower than the year 2000. И также мы видим прогноз на 2020 год, и на данный момент мы видим, что прогнозируемое падение достигнет отметки ниже, чем в 2000 году. In terms of numbers, we could see a reduction of 1 billion arrivals. В цифрах уменьшение потока туристов составит миллиард прибытий. This graph shows us the number for international tourism receipts. Если говорить о доходах, то международный туризм потеряет $1 триллион США. Again, we are looking at dropping to a number that is lower than in the year 2000, and
И опять-таки падение будет ниже отметки 2000 года. And loss in revenue could be $1 trillion. Да, и потери могут составить до $1 триллиона США. So this is the summary of potential impacts that we could have in 2020. Если обобщить влияние ситуации в 2020 году, то мы увидим следующее. We may see a reduction of 850 to 1.1 billion in international tourist arrivals. Снижение прибытия международных туристов может составить от 850 миллионов до 1 миллиарда 100 миллионов. We could see a reduction in 910 billion to 1.2 trillion in export revenues from tourism. Потери дохода могут составить от 910 миллиардов долларов США до 1,2 триллиона. But most importantly, we could see job losses to the tune of 100 to 120 million, which are direct jobs. И что еще важнее, мы можем потерять рабочие места, прямые рабочие места в сфере туризма от 100 до 120 миллионов. Amongst job losses, women are going to be most at risk. И больше всего группой, находящейся в максимальной зоне риска, являются женщины, работающие в данном секторе. So when we will see the actual recovery will depend upon a few considerations. Темп восстановления после ситуации с COVID будет зависеть от ряда ключевых вопросов. How long will the pandemic last, and when will we get a treatment or a vaccine for it? Как долго продлится пандемия и когда будет получена вакцина или будет доступно лечение? When will travel restrictions be eased and lockdown measures removed? Когда будут сняты ограничения на передвижение и карантинные меры? How long will it take consumers and business to get their confidence back to travel? Сколько времени понадобится на восстановление доверия и уверенности как потребителей, так и бизнеса, чтобы они снова путешествовали? And what is the overall impact on the global economy, and how will that impact tourism? И каковы будут последствия для экономики мира в целом, и как конкретно эта ситуация повлияет на туризм? Of course, very importantly, what are the measures that governments will take to support their tourism sector? Очень важное значение имеют меры, которые правительства будут предпринимать по поддержке туризма своих стран. So this graph shows how the global economy is likely to shape up in 2020 and 2021. Данный график показывает, какие произойдут сокращения в мировой экономике в 2020 году и восстановление в 2021. The International Monetary Fund says that in the year 2020, the overall global economy will shrink by -3%. По данным Международного валютного фонда, мировая экономика сократится на -3%. But in the year 2021, it envisages a positive growth of 5.8%. Но в 2021 году прогнозируется положительный рост, плюс 5,8%. So tourism will have to survive within the scenario of a -3% reduction this year. Туризму необходимо выжить в ситуации снижения на -3% в текущем году. What are the challenges and opportunities that we have? Каковы же вызовы и возможности, которые стоят перед нами? In terms of strength, tourism has proven resilience and it has come back strongly from past crises. С положительной точки зрения, во-первых, туризм доказал на предыдущих кризисах, что у него есть запас прочности. In terms of weakness, the high spending, long haul travel and MICE travel are going to be affected. Но с точки зрения слабых сторон данной ситуации, к сожалению, наибольшие расходы,
которые есть в сфере международного туризма и длительных перевозок, вот они более всего и пострадают. We will also have to contend with airline failures and disruption in the airline industry. Также приходится брать во внимание тот факт, что пострадали авиалинии, авиакомпании закрылись, и то есть были банкротства в этой сфере. In terms of opportunities, it gives us a good window to rethink our business, to see as to how we can make it truly sustainable. Что касается возможностей, здесь мы видим, что мы можем переосмыслить бизнес-модель существующую и направить наши усилия на устойчивость. In terms of threats, of course, the global economic scenario will have a big bearing on how tourism picks up from here. Конечно же, если взглянуть на угрозы, то здесь наибольший риск – это текущая экономическая ситуация и мировой финансовый кризис. The good thing that we have noticed is that countries like Italy and Spain, who had the first wave of infections, are now opening up their borders for tourism. Положительной тенденцией можно считать то, что сейчас Италия и Испания, которые первые приняли на себя удар инфекции, начинают открывать границы туристам. And the results so far have been very promising. И результаты, которые мы наблюдаем, многообещающие. Some countries are also working in terms of bubbles and creating green corridors to allow tourists to travel one country to the other. И некоторые другие страны тоже предпринимают определенные меры, например, создают зеленые коридоры, то есть позволяют туристам переезжать из одной страны в определенную другую страну. UNWTO, in an effort to restart tourism, has issued guidelines for different operators to ensure safety and security. В попытке помочь и поддержать сферу туризма UNWTO издала инструкцию «Глобальные принципы по перезапуску туризма». We have guidelines for border management, for the private sector, for air travel, hospitality, tour operators, meetings, and others. Как вы видите, наши рекомендации касаются безопасного пересечения границ, обеспечения их пересечения, а также комплексные меры по сотрудничеству в частном секторе, безопасные авиаперевозки, сектор гостеприимства, меры для туроператоров и так далее. I will now discuss a few ideas on how tourism recovery can happen. И сейчас я хотела бы обсудить с вами, каковы возможные шаги по восстановлению туризма. There are three pillars that we need to look at: economic recovery, marketing and promotion, and institutional strengthening and building resilience. Есть три области, которые требуют нашего внимания, три колонны, на которые мы можем опереться. Это восстановление экономики, это маркетинг и продвижение, а также институциональное укрепление и создание запаса прочности. In terms of economic recovery, we need to measure the impact of COVID and develop country-specific tourism recovery plans. Что касается восстановления экономики, в первую очередь необходимо оценить последствия ситуации с COVID-19. We should also create programs to support our middle and small enterprises. Мы должны предложить планы по восстановлению экономики, восстановлению сферы туризма конкретно для каждой страны, а также программы поддержки малых, средних и микропредприятий в сфере туризма. In terms of marketing and promotion, we should look at growth scenarios and what our priority markets can be and develop specific marketing strategies. Что касается маркетинга и продвижения, то здесь необходимо рассмотреть сценарии роста и приоритетных рынков, а также выработать стратегию маркетинга как международных путешествий, региональных, внутренних, тематических и цифровых стратегий. The strategy could be domestic first, regional next, and last could be international. То есть стратегия должна выстраиваться, отталкиваясь от внутреннего туризма, потом региональный и далее международный. We also need to think of incentives that we can give to stimulate travel. Также нужно подумать о программе стимулирования поездок.
In terms of building resilience, we need to incorporate safety and hygiene guidelines into every activity. Что касается создания запаса прочности в сфере туризма, то необходимо принимать во внимание, конечно же, безопасность и гигиену. We should also be very thoughtful about how we handle human resources. Также необходимо очень разумно подходить к кадрам, человеческим ресурсам. How can we minimize job losses and how can we train our employees better so that when we come back, they will be able to perform better. Нужно минимизировать потери, сократить увольнения и поддержать наших сотрудников. As the Secretary General of the UNWTO, Mr. Pololikashvili, says that we must support the sector now while we prepare for it to come back stronger and more sustainable. Recovery plans and programs for tourism will translate into jobs and economic growth. Как сказал генеральный секретарь организации UNWTO Зураб Пололикашвили, мы должны поддержать сектор именно сейчас, пока мы готовимся к тому, чтобы вернуться еще более сильными, более устойчивыми. Планы по восстановлению и программы для сферы туризма превратятся в новые рабочие места и экономический рост. I would like to thank the organizers for giving this opportunity for the UNWTO to participate, and I would also like to underline our commitment to help to be of any assistance that you may require from us. Я хочу поблагодарить организаторов за возможность присутствовать сегодня на этом уважаемом собрании и хочу заверить, что со своей стороны Всемирная организация, туристская организация готова оказать любую помощь и поддержку. Thank you very much. Спасибо большое. Спасибо большое, господин Суман Билла. Действительно интересное исследование, но самое главное, что хотелось бы заметить, что на фоне таких тяжелых, грустных цифр по потерям в бизнесе, по потерям в сфере туризма, у нас есть прекрасные примеры по выходу из него. Ну и, конечно же, сейчас каждый из регионов, каждый стран готовится к тому, что будут снять эти ограничения, что мы пройдем этот карантин и постараемся максимально в короткие сроки вернуться к тем достижениям и двигаться дальше. Спасибо еще раз. Thank you so much, Mr. Suman Billa, and I would like to point out that although we have such bad figures, that's an interesting study that you showed us. And yes, we've seen bad losses, but I would like to say that probably every region of the world right now is preparing for the recovery and trying to prepare to come back as soon as possible and as strong as possible when the restrictions are lifted. Thank you again. Thank you. Будем надеяться, что мы выйдем по самому лучшему из сценариев и будем иметь минимальные потери.